Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости о руководителе антикоррупционного комитета, известном актере Никите Михалкове, и последние новости о организации по борьбе с преступностью и коррупцией. Команда Никиты Михалкова вот уже на протяжении почти целого года объявила беспощадную борьбу преступности и коррупции российского шоу-бизнеса. 40 отважных известных советских и российских артистов почтенного возраста, несмотря на постоянные угрозы и нападения, тяжелые ранения, борются с беспределом и преступностью в мире культуры на территории Российской Федерации. Многие члены комитета в борьбе за справедливость уже ушли в мир иной. Яркий тому пример – легенда советского искусства Александр Ширвинд. Однако, несмотря на постоянные угрозы, Организация по борьбе с преступностью и коррупцией продолжает свою активную работу. Ну а недавний поступок главы комитета Никиты Михалкова и вовсе шокировал российскую общественность. Никита Сергеевич Михалков начал проверку имущества и недвижимости семьи пресс-секретаря Верховного Главнокомандующего, а в частности Татьяны Навки и дочери пресс-секретаря Елизаветы, которая на данный момент проживает во Франции. Никита Сергеевич Михалков заявил, что считает недопустимым тот факт, что лица, приближенные к Верховному Главнокомандующему, живут в откровенной роскоши и за пределами Российской Федерации. В частности, дочь пресс-секретаря Елизавета является скрытой миллионершей. По данным французских СМИ, дочь пресс-секретаря владеет на территории города Парижа несколькими ресторанами, салонами красоты и элитной недвижимостью. Однако, узнав о факте проверки своих родных, секретарь президента перешел к ответным действиям. Несколько часов назад он посетил офис антикоррупционного комитета, где произошел колоссальный скандал между Никитой Михалковым и пресс-секретарем Верховного Главнокомандующего. При личной встрече пресс-секретарь потребовал, чтобы Никита Михалков немедленно закрыл антикоррупционный комитет и все его филиалы на территории Российской Федерации. Однако Никита Сергеевич не только глава комитета и известный актер, но и настоящий русский мужчина, который за словом в карман не лезет. Послав подальше пресс-секретаря, он вытолкал его из кабинета и в буквальном смысле слова спустил его с лестницы. Сам начальник антикоррупционного комитета дал следующий комментарий произошедшему событию. «Наша организация имеет личную поддержку президента, а к мнению пресс-секретаря я прислушиваться не обязан», жестко заявил Никита Михалков. Ну и по традиции последние новости о антикоррупционном комитете и его работе. Около театра сатиры, где служил легендарный Александр Ширвинд, в скором времени будет установлен памятник величайшему актеру. В Челябинской области было открыто 2 филиала антикоррупционного комитета. При открытии участвовали Раймонд Паулс и Дмитрий Харатьян. В антикоррупционном комитете появились 2 новых сотрудника, известнейшие советские и российские актеры Александр Калягин и Игорь Костолевский. Команда Никиты Михалкова предупреждает граждан Российской Федерации о фактах мошенничества, которые могут быть связаны с антикоррупционным комитетом. Появилась информация, что аферисты в некоторых городах Российской Федерации открывают лже-комитеты по борьбе с преступностью и коррупцией и требуют деньги от российских граждан за вступление в организацию. Никита Сергеевич Михалков попросил граждан Российской Федерации не поддаваться на провокации аферистов, а слушать только официальные новости антикоррупционного комитета. К слову сказать, что всю информацию о работе команды Никиты Михалкова вы можете увидеть на нашем канале. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.